17 ноября 2018 года состоялся круглый стол «Тексты новой природы. Живая книга мироздания». Эксперты и гости форума обсуждали, как человеку найти общий язык с природой, на каком языке написана общая книга жизни, какие живые системы, помимо человеческой, на планете еще предстоит обнаружить и изучать, как соединены язык и культура в любом обществе и к чему приводит их исследование. Вселенная как автор, как текст и как читатель. Смысл – язык сознания. Возможность и необходимость целостного мировоззрения как единственная альтернатива новому Вавилону и выход из цивилизационного тупика. Тексты новой природы – это та линия разговора, которую мы ведем с 2017 года, когда здесь же, в пределах пространства водоканала, мы провели международную конференцию «Язык и культура дельфинов и китов», в рамках которой была подписана Декларация о правах и свободе дельфинов и китов, и, собственно, она является одним из результатов нашей деятельности, распространяется по всему миру, и Петербург, собственно, является таким центром, где декларация стала доступна широким кругам горожан. Они с ней знакомятся в пространстве выставки мультимедийной «Хищник нежный», присоединяются, и мы надеемся, несколько тысяч человек за ближайшие 9 дней, а именно столько дней пройдет выставка «Хищник нежности», присоединятся к нашему движению. Книга любая жива, пока ее читают. А читает каждый из нас со своей интонацией, на самом деле пересоздавая. Как бы пишет ее заново. Я так смотрю теперь на это. Это самый важный процесс. И он происходит во время, как я говорю, теперь, они читают много этих аминокислот, продуцируют. И это самое важное, что мы происходим, мы находимся в процессе чтения, который оканчивает, когда эти митохондрии больше не работают. И это называется смерть. Спасибо. Общество переходит способность продуктивно использовать нарощенную ими сложность. И в этот момент это история множества империй прошлого, которые просто не были способны достраивать свою культуру таким образом, чтобы сохранить то, чего они достигли. И Рим разрушили не варвары, Рим разрушил неспособность сложной цивилизации удержать свою сложность в момент, когда ее экспансия остановилась. Но саванты умеют читать тексты, доказывая музыкальные, математические и так далее, так что, вероятно, это устроено, закругляюсь, да, вероятно, это устроено таким образом, что мы совсем на самом деле никакого представления об этом не знаем. Это активная часть мироздания, активная, трансформирующая. От того, насколько она понимает прочитанное и умеет читать, сейчас зависит, и это от нас с вами, да, потому что это часть мироздания, это человечество. И это впервые, тому всего несколько лет. И от этого зависит в целом выживание, продолжение и, как бы сказать, тот мир, который вот сейчас делается. Извините, я, конечно, тоже перебрал все лимиты. Благодарю. Спасибо. Песни китов, распознать, что они поют. И тогда уже в юности я осознал, насколько сложны песни китов, что они, как математический объект, он показывал это, являются невероятно сложными. То есть человеческая речь гораздо проще. И в этом смысле я понимаю, что мы находимся перед великой тайной, которую мы еще даже не приоткрыли. И она меня зачаровывает. Я понимаю, что двигаться в нее нам необходимо. Когда мы говорим о разрушении биосферы, мы понимаем, что в другой месте происходит определенное наращивание биосферы. Я сам сказал, как Павел сказал, что это сложный процесс баланса между этими вещами. Мы прекрасно знаем медийное существование красной книги, но никогда не смотрели белую книгу. Какие типы и виды происходят. Это касательно того плацдарма биосферы, на которой она строится. Кто-то как-то осознал, надо что-то менять. Причем менять принципиально. Видим людей, которые каждый день переходят в новое состояние. Каждый день они по своим способам, но каждый день переходят в новое состояние более интересное, более успешное. Это предприниматели. Ввиду вот этого быстрого смены событий,
мы знаем, что такое политика, экономика и так далее. Так вот, наблюдая за ними, можно видеть, как это происходит прямо на практике. Возможно, происходит так же, как и у дельфинов и у китов. Вот то, что сейчас рождается, и то, что будет рождаться в живой коммуникации, это те решения, которые возможны, которые будут комплексные, интегративные. И я знаю, что не только наитивно решается, а фактором этого наитивного решения проблем является общение и коммуникация. Всегда.